Тема 775. Кафе в телефонной будке. Сегодня встретила в интернете одну фотографию, свидетельствующую о том, что в Лондоне можно открыть посреди улицы кафе. Более того, его можно разместить в обычной телефонной будке, прямо как чебурашку. Открыла это кафе одна семейная пара. Благодаря необычному оформлению, это кафе стало заметным не только на улице, но и в социальных сетях. Как поделились бизнесмены в одном интервью, люди с удовольствием их фотографируют и делятся фотками в интернете. Вообще, английская красная телефонная будка – настолько известная вещь, что рукодельники до сих пор на ней зарабатывают, делая, например, подобные сумки. К сожалению, организовать подобное кафе на российской улице вряд ли удастся, слишком строги наши власти к уличной торговле. Но вот внутри какого-нибудь торгового центра, наверное, возможно. Можно было бы, конечно, купить обычный кофейный вендинговый автомат, но живой человек, наливающий вам кофе, я думаю, предпочтительнее. К тому же в дополнение к кофе он, как вышеуказанная семейная пара, может предложить клиентам и булочки, и чай, и какао. Особенно такое мини-кафе будет в тему, если в торговом центре нет своего буфета, или кафе. А ведь людям, бродящим по бесконечным отделам большого магазина, всяко рано или поздно захочется перекусить или просто повысить тонус. Я в студенческие годы заходила в торговые центры и чаще всего из-за буфета. Конечно, вместо такой будки можно было бы оформить какой-нибудь столик или мини-витрину. Но красная телефонная будка выглядит более эффектно, причем, узнаваемо. Возле нее будут чаще фотографироваться и бесплатно пиарить ваш бизнес в социальных сетях. На ее полках поместится гораздо больше товара, чем на одной витрине. Теперь вопрос, как такую будку приобрести. Конечно, проще сделать ее самому, чем заказывать у англичан или коммерсантов, которые делают такие будки в России. Как сделать? Я вам расскажу. Всего за $5 можно купить полное руководство по созданию такой будки у одного рукодельника на ec по адресу ec.com/listing/радострес. Я у этого человека эту инструкцию уже покупала, несколько лет назад, она очень подробная и понятная даже по-английски. Кстати, научившись делать подобные будки, вы сможете снабжать ими все торговые центры, вдруг им понравится такая идея. Тем тоже нужно как-то выживать и привлекать к себе человеческий трафик, в том числе и через социальные сети. И бизнес не такой уж и экзотический. Пару лет назад я писала об одной предпринимательнице, которая зарабатывала на создании подобных будок 450 тысяч рублей в месяц, читайте английские телефонные будки. П.С. Вообще, очень хотелось бы, чтобы улицы наших городов были более симпатичными. Чтобы их украшали если не стены домов, хотя... Что может быть проще, покрасить стены домов в веселые цвета. То хотя бы отдельно стоящие красные будки. Или что-то еще, такое же яркое, красивое и функциональное.